Всем привет! С вами Алекс Моторный. И сегодня очередная порция важных, интересных, достойных вашего внимания новостей из города Харькова, про город Харьков, о том, что происходит в Харькове. А в Харькове так заметно похолодало, и синоптики нам обещают даже заморозки на почве до -3. Правда, пока что только ночью. Итак, что же происходит в Харькове, какие новости? А в Харькове БПЛА типа «Молния» ударил по крыше мебельного торгового центра. Взрыв раздался около 17 часов 20 минут 26 сентября. Пострадали 4 человека, все женщины. Последствия прилета БПЛА вы сейчас видите. Этот магазин уже второй раз становится целью. Раньше мебельный лабиринт уже атаковал БПЛА и тоже «Молния». Повреждены крыша здания торгового центра, кровля и мебель. А между тем Герберу обнаружили в Основянском районе Харькова. Это дрон без боевой части. Российские военные обычно используют такие беспилотники, как фальшивые цели. Они имитируют боевые БПЛА типа «Шахед-Герань» и отвлекают украинскую ПВО. В Харькове проспект Жуковского предлагают переименовать в проспект Шухевича. Харьковские активисты обратились к городскому голове с инициативой переименовать проспект Жуковского в честь главного командира УПА Романа Шухевича. Активисты считают, что названия в честь украинских героев должны заменить фамилии, связанные с имперским или советским наследием. По их мнению, проспект Жуковского должен получить имя Романа Шухевича, одного из лидеров освободительного движения XX века. В этом году ХАИ уже избавился от фамилии Жуковского в своем названии. Наступила очередь и проспекту. Он должен носить имя национального героя, отмечают активисты общества «Деколонизация Украина». Отмечается, что вопрос переименования обсуждался на заседании рабочей группы по вопросам деколонизации при областной администрации, но был отложен. А вы слышали или знали про такую ситуацию, которая произошла в Харькове? Языковой омбудсмен пожаловался в полицию на харьковчанина, который пел на улице песни на русском языке. Об этом пишет телеграм-канал «Мова Харьков». Данный телеграм-канал опубликовал видео, на котором мужчина в Харькове исполнял на улице на русском языке эстрадную песню, созданную в 1970 году «Эти глаза напротив». Одна из прохожих начала требовать, чтобы мужчина не пел песни на русском языке. Мужчина ответил, что, по его мнению, это не нарушает существующее законодательство. Омбудсмен отмечает, что такая ситуация находится за рамками регулирования украинского законодательства. Но, по его мнению, это вызывает общественное возмущение и невосприятие. Поэтому он предложил полиции Харьковской области провести с мужчиной профилактическую беседу. Бомба погибшую пристали. Ми ж не до вас пристали. Для чого ви для людини пристали? Він співає і на українській, і на російській мові. Він тут парку всім подобається. Нашли к кому пристать. Честное слово, девушка. Вы молодая, это пожилой мужчина. Я громадянка України. Він громадянин України. Ми маємо однакові права, якщо ви не в курсі. По-друге, ми не проти того. Він А ви знаєте, що таке людяність? Я знаю, і я знаю. Не схоже. Можна я скажу? Ви
мене послухаєте? Він переклав пісні на українську і співав 3 роки українською. Я тут живу. І він останній тиждень почав співати російською. Не всі. І ні, почувайте, він переклав на українську. А тепер став російською співати. Це тригерить військових, це тригерить людей з полону. Ви не розумієте? Тут реально вбила російська касетна бомба, вбила мою подругу. Послушайте, Да. всех троллят эти российские ракеты, убивают. Ну что вы человеку, блин, мешайте хлеб, на хлеб заработать. Ми не мішаємо йому військові, йому ніяк не сказали, що йому не дотоборонять. Це ж тільки про російські пісні. Ніхто Это йому... старые песни, это военные. Ну, капец, честно, девушка, пожалуйста. Господи, девушка. Харьковщина в лидерах по должникам за коммуналку. Мы занимаем 2-е место после Днепропетровской области по самым большим долгам со 128 тысячами исполнительных производств за коммунальные услуги. Большая часть задолженности касается теплоснабжения, далее следуют долги за воду, жилищное обслуживание и энергоснабжение. Больше всего долгов накопили женщины. Против них открыто 438 300 производств. В то время как мужчины имеют 350 100 производств. В процентном отношении это 56/44. Основная тяжесть коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46-60 лет, 302 300 производств, 33%. Следующей по объему является возрастная группа 36-45 лет из 194 700 производств, 25%. Почти столько же долгов у людей старше 60 лет, 194 100 производств, или 25%. Среди регионов с наибольшим количеством должников лидирует Днепропетровская область, 150 506 производств. На 2-м месте Харьковская область, 128 217, а далее следуют Донецкая, Полтавская и Запорожская области. Эксперты отмечают, что основными причинами роста долгов остаются повышение тарифов, экономические трудности и перебои с социальными оплатами. В Фельдман-экопарке готовятся к самому ожидаемому событию осени – традиционному балу хризантем. Праздник цветов начнется 5 октября в День учителя и продлится до конца месяца. Уже 13-й год подряд гостей встретят тысячи красочных хризантем, десятков сортов и невероятные цветочные инсталляции, которые превращают парк в живую галерею осенней красоты. На праздник приглашают не только харьковчан, но и гостей со всех уголков Украины. Вход, как всегда, свободный.